Кем приходится тебе Кирилл Толмацкий, он же известен как Децл? Это мой отец. Как так получилось, что на окраине Урала оказалась ты, его дочка, его наследница? Ну, он был тут на гастролях в Екатеринбурге, и вот, получается, моя мама пошла на концерт. Поддерживала ли ты когда-нибудь отношения с отцом? Ну, он меня не признавал, конечно, долгое время. Потом мама сделала тест ДНК. Угу. И как бы вот. Ну, мы общались так изредка, конечно, все время в разъездах там. Ну, и немножко не до семьи было, вот. Слушала ли ты его песни, допустим? Конечно, я выросла на его творчестве. Я как его дочь и главный фанат, это же логично. Общаешься ли ты с Антонием Толмацким, с сыном Децла? Ну, мы иногда списываемся, да. Я в Москву прилетаю погулять к нему. Получаешь ли ты какие-либо отчисления с его творчества сейчас? Ну, к сожалению, нет, но раньше, да, он платил алименты, потом... Как-то то вот есть все наследство скорее больше брату ушло, нежели чем мне. Ага, то есть его мама подзаморочилась насчет алиментов, да, всего этого, всего выплачивал, пока жил был. Ну, да. Ну, мне немножко тяжело об этом говорить в целом, поэтому, может быть, там просто о жизни поговорим. Если, ребят, кому-то будет интересно больше узнать подробности, информации, то мы можем выбрать день, запустить прямой эфир с дочкой Кирилла и пообщаться об этом более подробно. Сейчас давайте просто мы поговорим о жизни, как живет человек. Ну, тяжеловато немножко, да. Я все-таки скучаю по нему, поэтому... Привет. Привет. Расскажи немного о себе. Какая ты в обычной жизни? Ну, нишевая. Какая? Нишевая, Нишевая? да. Это как? Ну, нормиса меня не назвать, поэтому Можешь ли ты назвать себя нефором? нет. Ну, хотя отчасти, да, наверное, по внешности, но по поведению скорее вряд ли. А по поведению кто? Нормис. Нормис. Зумер, это зеленял. Супер. Хорошо, так какого ты года рождения? 2003-го. 2003-го. Ага. Ну ты, получается, зумер. Зеленял, Зеленял. Это на стыке, да, получается? да. Хорошо. Ты сказала мне о том, что у тебя самая обычная жизнь. Что для тебя значит обычная жизнь? Ну, обычная взрослая жизнь, там работа, съем квартиры, пропитание найти себе. Угу. Ну, детей вообще планируешь, да? Ну, лет через 5. Угу. Ты в отношениях? Да. Хорошо. Что окружающие обычно не замечают в тебе при первом знакомстве? Ну, не знаю. Может, они, допустим, вот познакомились с тобой и посчитали тебя какой-то, может быть, Ну, там фриком, а необычно. высокомерной, Да. к примеру, а ты не такая на самом деле. Ну, мне, да, часто так говорят, что я похожа на ЧСВ. Ну, может, у ЧСВ? меня такое лицо просто, я не знаю. Говорят, блин, ты такая дружелюбная, супер. И мы думали, ты такая сука. Ой. Ага. А я говорю, да нет. Как так получилось, что ты родилась в Екатеринбурге, но часть жизни провела в Каменске-Уральском? У меня тут мама рожала, это к маме вопросы. Ага, то есть она тебя тут родила, и вы в Каменске жили? Заключение врачей в Каменске маме не понравилось, и она мне приехала сюда рожать. Угу. Ну, то есть большую часть жизни ты где прожила? В Каменске? В Каменске. Сколько ты там прожила, плюс-минус? Но если какие-то разовые поездки считать, то там, типа, какое-то время за границей, какое-то время здесь, в ЕКБ. Угу. Попытки переезда, если не брать, то в целом все 23 года я и жила в Каменске. Ну, на 2 города, можно считать. Угу. А сейчас вы где? Здесь. В основном здесь, да, базируетесь? Да, мы недавно переехали. Как давно переехали? Неделю назад. Неделю назад? Да. Фига себе, что, хату сняли, получается? К сожалению. К сожалению. Никто не подарил, да, с неба не упало, так Да. скажем. А какой из этих городов ты больше считаешь своим домом? Каменск. Ну, он такой дом, как у бабушки в деревне приезжаешь. Ага. Типа отдушина, короче. Ну да. Ага. Как жизнь в 2 разных городах повлияла на твой характер? Или еще не успела повлиять? Да, мне Особо. кажется, никак. То есть ты как была просто девчонка, так и осталась Ну да. в основном? Ага. Ну, все регионы, какая разница?
Не, ну Екатеринбург, он все равно такой больше миллионник, больше такой движовый. Ну, Хорошо, если в Каменске место или воспоминания, к которому ты мысленно возвращаешься, да. что это, к примеру? Ленинский район. Ленинский район? Да, Там много движухи у тебя было, да? да. Мгм. Например, что? Так, если не секрет. В двух словах можно Я так. там выросла, в школе там училась, 11 классов, там все. У меня друзья Мгм. там живут, одноклассники там живут, Мгм. мама, бабушка, вторая бабушка, ну, типа, Мгм. вот, как бы, все там. Вся база там у тебя, короче, Да. да? Давай про работу. Чем ты занимаешься в аутсорсинге и как ты попала в эту сферу? И что это такое вообще? Как бы ты объяснила обычным людям, что это такое? Я подбираю персонал, но при этом я не HR. Я просто беру левых людей с улицы и ставлю их на смены. Ага. Тебе легко удается подходить к рандомным людям на улице? Я к ним не подхожу, я их ищу удаленно, онлайн дома. А, Да. Было бы странно, если бы я подходила. ну типа, привет, не нужна работа. Ну, И это- плащ так черно открываешь, знаешь. Да, немножко не та работа. Но это твой осознанный выбор твоей работы, временный этап или просто способ себя обеспечивать? Ну, я думаю, это временный способ себя обеспечить. Пока что, на данный момент. Мгм. А что оказалось самым сложным ну, для тебя в самостоятельной взрослой жизни? Я уж не помню, но, наверное, себя обеспечить как-то, найти себе денег на пропитание, если нету. Какой ты представляла свою жизнь несколько лет назад и насколько твоя реальность совпала с этим, с твоими представлениями? Процентов на 80, я думаю. Но какой ты свою жизнь представляла? Вот ты, может, размышляла, что вот вырасту, буду то-это, там, тем-то заниматься, может быть, мечтала о чем-то. Ну, я много о чем мечтала, в целом. Современная политическая ситуация немножко обрезает крылья, и Ага. То есть ты мечтала, может, куда-то переехать, да, там, где-то побывать? очень хотелось бы, конечно, Ну, например, где? в Америке. Это звучит как что-то нереальное. Ага. А до сих пор хотела бы там побывать? Да. Я бы не хотела там жить, наверное, но я бы хотела побывать. Угу. Хорошо, давай про татушки, про твои. Когда первая татушка у тебя появилась вообще? Лет в 13, наверное. В 13? Да. Угу. И что это за татушка была? Это вот это маленькое яблочко. Ага. Да. Это Партак? Нет, это не портак. Это тебя прям набили, да, короче? Ну, это я сама себе набила, но я не считаю, что она Что портач. ты дашь? Ну, это не доделано. А вот это доделано, я думаю. Вот это одна из любимых. Ага. Вот. И вот это дракон. Киберкотлета. Очень много надписей интересно. На локте локоть написано. Ну, чтобы люди понимали, что это локоть. Вот. Так. Тут в целом Интересно. просто орнаментал. Интересно. Так, сейчас. У меня еще на спине татуировка, Ага. за которую меня очень многие знают. Люди, они меня знают в спину, а не в лицо. Там Да? написано «Я боюсь только ха-ха-ха». Кого боишься? Я боюсь только ха-ха-ха. Это Ха-ха-ха-ха? отсылка к мему «Я боюсь только Аллаха», только я боюсь только ну, вот эти мемы типа Ага. А как относишься, что сейчас вот у тебя есть, допустим, какие-то нецензурные слова на теле, набитые? тут где-то слово «Инициатива ебет инициатора» фраза. Как? Инициатива ебет инициатора. А как ты относишься к тому, что сейчас предложили или уже, может быть, ввели ту историю, что за нецензурные слова, короче, будет это, ну, не знаю, как-то наказывать за нецензурные слова на твоем же личном теле? Казалось бы, да? Если бы я не сказала, вряд ли бы ко мне подходили и рассматривали, что там написано, поэтому Ну, тебе пофиг на этот закон? ну Или... как-то да, если честно. Типа им просто интересно, как они это отслеживать собрались. Типа будут подходить и осматривать твое тело. Ну вот если на лбу хуй набит, логично, что это заметно. Ну да, да. Ну так. А у каждой татуировки есть личный смысл или некоторые сделаны просто потому, что тебе красиво? Тут красиво, а вот тут личный смысл каждая несет. Ну вот это, например, группа крови, знак зодиака. Угу.
Это, Интересно. Как мужчины и окружающие обычно реагируют на твою внешность? ну, обычно люди говорят, блин, какие классные татуировки. Ага. Все. То есть в основном типа похвала такая, да? Респект. Да. Мгм. А приходилось ли тебе сталкиваться со стереотипами о девушках с тату? Да нет. То есть все нормально, да? Ну да, в целом. А что для тебя татуировка, украшение, память, протест или способ говорить о себе без слов? Украшения. Просто красиво, кайф, да? Да, вот как говорится, на Бентли наклейки не клеют. Угу. Ты вот еще про литературу, короче, писала. Что ты именно называешь нишевой литературой? Ну, для тебя что это? Ну, я думаю, какого-нибудь Сорокина или Пелевина уже сделали достаточно расхайпленным. Ага, Такие. нишевая это типа как андеграунд, короче, андеграундная Да, литература. Не нишевая особо. литература — это «Коровы» Мэтью Стокоу, например, книга. Вот она достаточно Ага. нишевая. А что ты находишь в таких книгах, чего тебе не хватает в массовой литературе? Ну, меньше отзывов, меньше разных мнений по поводу этой книги. Угу. И типа ты можешь стать одной из таких этих Да. любителей, да? А какая книга сильнее всего повлияла на твое мировоззрение? Я не знаю даже. Нет определенной, да, короче? Ну, определенно нету, которая прям... Угу. Бывает тебе сложно найти людей, с которыми можно обсудить то, что ты читаешь? Ну да. А парень, тебя тоже литературой интересуется этой? Или Я его заставляю читать. заставляешь? Да. И что, как у него успехи? Ну, Ну, что, он как-то отзывается или через «не хочу» читает? первое время через «не хочу», потом Ага. стало интересно. И... А как это было? Типа, как со школьником, типа, садимся читать книжку? Да, так и... Да? Да. Угар. Что ты раньше могла терпеть в отношениях, но сейчас уже не станешь терпеть? Абьюз, избиение, унижение, какие-то запреты неадекватные. То есть это было в твоей жизни, да, такое? Да. Ага. А сталкивались ли ты с тем, что мужчина, допустим, не твой мужчина нынешний, а, допустим, может, в предыдущих отношениях пытался изменить твою внешность, там, характер или образ жизни? Ну, это часто очень бывало. Да? Да. А что они говорили, что, типа, меняйся как-то там или еще Они что-то? говорили, татуировками не забивайся, дреды ты расплетаешь. Ага, Всякие такие. ага. Ну, а нынешний молодой человек лояльно к этому ко Да, всему. он сам в татуировках. А как вы познакомились вот с нынешним молодым человеком своим? Сколько вы вместе, как познакомились, если не секрет? Общий знакомый просто на тусовке. А давно вы знакомы уже? 6 месяцев. 6 месяцев. Это вы знакомы или уже в отношениях столько? Знакомы в отношениях, ну сколько? 4? 4 месяца, да? Да. Мгм. А смогла бы ты, допустим, в теории быть, может быть, не сейчас, а вообще в целом по жизни, с мужчиной, который зарабатывает, допустим, меньше тебя? Да. Я сейчас работаю, а он нет. Ты считаешь, что в отношениях как бы оба растут, да? Типа, Да. что не на все готовое, короче, да? Но если он всю жизнь будет сидеть дома и вообще ничего не делать, то как бы это уже звоночек. Если он просто временно безработный, то как бы другая история. А что для тебя тяжелее, оставаться одной или находиться рядом не с тем человеком? Рядом не с тем человеком находиться. Это тяжелее, да? Ну да. Мгм. А бывает ли, что ты сама отталкиваешь человека, когда отношения становятся слишком близкими? Да, навряд ли, мне кажется, такого нет. Мгм. Какой ты себя хочешь чувствовать рядом с любимым мужчиной? Любимый. Нужно ли человеку быть необычным, чтобы его история была интересна другим? Ну, если у него вообще ничего интересного и необычного в нем нету, то как будто бы он не особо интересен. Ага, то есть тебя цепляет какая-то, типа фриковатость, но по-доброму фриковатость. Типа Ну не... да. Мгм. Неформальность, фриковатость и неформальность — разные вещи, поэтому... Мгм. А в чем они для тебя разные, в твоем Ну, понимании? фрики — это в плохом смысле. А, типа, что прям жесткие фрики. Ну да, которые вот уже прям проблемы с головой, там какие-то отклонения. А
А не формальность? формалы, они просто как бы внешностью, да? Там. Ну, да. За что ты сегодня можешь себя уважать? Ну, я все еще не вернулась к маме же. А, я, то, что я ты... вывожу взрослую жизнь. Я могу, я молодец. Мгм. То, что справляешься, да? Да. У тебя работа, получается, в интернете больше такая, да? Или Ну да. аутсорсинг-то? Мгм. Что бы ты хотела изменить в своей жизни в ближайшие годы? Источник дохода, Мгм. способы заработка. Вот. Мгм. Уровень дохода. Мгм. Желательно было бы. Ну, то есть, короче, финансово встать на ноги жестко, да? Да. Устойчиво стоять. Что бы ты хотела, чтобы зритель понял о тебе после этого разговора? Работа на удаленке это не всегда так круто, классно и свободно, как вы думаете. Это не всегда так прибыльно, как могло показаться бы в сравнении, например, с айтишниками. Вот. Хотела бы стать айтишницей? Ну, у меня мозгов для этого немножко, наверное, не хватит. А в какую сферу бы хотела вот еще пойти, попробовать себя? Наверное, в сферу преподавания было бы интересно. Мгм. То есть, типа, как преподаватель? Или там что-то быть, наверное, переводчиком, редактором, вот что-то связанное с филологией там или лингвистикой. Мгм. Такое. Ну, ты в этом шаришь, да? Да. Творчество, может, хобби какие-то еще есть у тебя, помимо работы? Ну, я люблю вот читать и вязать. Ага. Но сейчас у меня руки не доходят, поэтому... А что вяжешь? Ну, что попросят. В целом, я работала репетитором в Москве по вязанию. Мгм. Это было весело. Репетитором в Москве по вязанию? Да. Ну, ты жила в Москве, получается? Да, года 2. 2 года, это когда было? Где-то прошлые, позапрошлые года. Мгм. Как тебе Москва вообще? Отвратительно. А как ты Я туда главный попала хейтер. изначально? Я отдыхала в Грузии, познакомилась там с мальчиком, вышла за него замуж. А, А он москвич. И я уехала к нему в Москву. Поняла, что, не мое, и развелась. Все. так, интересно, это как вы познакомились вообще? При каких обстоятельствах с этим молодым человеком? Ну, я иду, Так, вижу, мальчик идет, русский. Ну, не Русский. грузин, но русский. Я думаю, надо подкатить ради интереса. Он курит. Я подхожу к нему и говорю: молодой человек, сигареты не найдется? так, Он протягивает мне сигарету, говорю: а я не курю, я просто познакомиться хотела. ты ему сказала. Да. Ну, что я не курила, но я хотела познакомиться, я ему так и сказала. А он что? Мне нужен был повод зацепиться. Языками. Да. А он что сказал? Типа, он в шоке был? Да нет. Или, для москвичей это обычное дело? Для может? москвича это обычное дело, да. Ага, хорошо. И что, вот познакомились вы с ним. Дальше как история продолжалась? Ну, он улетел потом в Москву, я еще потусила. Ага, За границей потом я приехала. Пожила у него. Получается, уезжала я в августе, в конце августа. А домой на Урал я вернулась только в Новый год. Все это время я где-то тусила. Вот уже с ним мы приехали на Новый год к родителям. познакомиться, да? Да, потом на следующее лето он мне сделал... Мы поженились, получается, прожили 5 месяцев в браке, по-моему, и развелись в декабре. А как вот у вас начались отношения, и через сколько вы, получается, в брак вступили? Ну, где-то в ноябре. Ну, то есть почти сразу, да? Ну, да, в ноябре начали встречаться, в июне поженились. Угу. Хочешь еще брак вообще Я не дальнейшем? нагулялась. в дальнейшем? Я не нагулялась, мы пока рано. Знаете, девочки, первый муж молочный, но со вторым надо как-то уже осознаннее подходить к этому. Ну вот, допустим, если тебе завтра твой нынешний молодой человек сделает предложение, к примеру, как ты отреагируешь Я на скажу, я подумаю. это?
То прикинь, он тебе свиданку закатит там на крыше где-нибудь свиданку, и тебе там музыка и кольцо. Что, ты неужели откажешь? Сейчас, брат, договоримся, не переживай. Ну, я скажу, наверное, я скажу, ну ладно, но потом скажу, что я подумаю. Я еще поломаюсь там полгода. Полгода, нормально, нормально. Ну, в общем, ты считаешь, что нужно немножко больше времени, чтобы друг друга, ну, прижиться, друг друга узнать там, да? Да, потому что развод очень дорого стоит. Ага. А сколько он сейчас стоит? Ну, 5000 с человека. Получается, жениться это по 300 рублей вы скидываетесь. Развод по 5000 и плюс поменять фамилию для жены еще 5 косарей сверху. Ага. Поэтому я ставила фамилию мужа. Ну, хорошо. А в Москве ты жила, то есть парень москвич со своей квартирой был, да, бывший? Ну, точнее, даже муж бывший. Ну да, да. Угу. Ну, у тебя как чувства к нему были? Именно чувства, или ты, может быть, тебе просто удобно было с ним? Мне с ним неудобно было, я вообще Москву ненавидела, я домой хотела. А как реагировал? Он когда первый раз приехал на Урал, он сказал: вау, за МКАДом есть жизнь. Угу. То есть ему понравилось на Урале, да? Не понравилось ему на Урале. Не понравилось? То есть, подожди, получается, вы расстались, и ты еще там осталась, или как? Ну, я пожила, я там попыталась доучиться. Ну, а преподавал это там, что, как ты вообще в эту сферу попала? Ну, я подумала, что я умею, и подумала, что я могу этому научить других людей. Это вязание, да, Я получается? просто объявление на Авито кинула, а люди начали, типа, соглашаться за 500 рублей в час. Приходите вязать. То есть прям на дому, да, ты делала? Ну, да. А хату снимала или как? Нет. Или... Ну, либо я приезжала к ним, встречались в кафе где-то, приходили ко мне, например, вот бабушки. Ага. А кто основные клиенты были? Бабушки? Или кто? Ну, молодые девочки, которым просто впадлу самим это изучать. Ага. И бабушки, которые всю жизнь, например, вязали на спицах и такие: вот мне 80, и я хочу научиться крючком теперь вязать. А сейчас ты тоже вяжешь, да, получается? Ну, у меня сейчас времени не хватает на это. Ага. Интересно. Ну, 2 года в Москве продержаться, это, в принципе, сильно все равно. Да. Это, считай, закалило твой характер, так скажем. Так что тебе в основном там не нравилось? Какие главные минусы Москвы для тебя? Ритм города максимально ужасный, страшный. Ага, Очень большие расстояния. ага. Очень неудобно, все очень дорого. А люди там какие-то отвратительные. Особенно приезжие ведут себя просто как какие-то... Ну, я в общем, понял. очень неприятно они себя ведут. А именно с коренными москвичами удавалось пообщаться? Да. У меня вот муж коренной москвич был. Свекровь. Ну и вот Все как ты можешь охарактеризовать именно коренных москвичей? Они всегда очень позитивные. Да? Даже когда все очень плохо, они всегда на позитиве. Не, ну когда у тебя хата в Москве, в принципе, что бы позитивным-то не быть. Московская прописка. Ну как бы. Да, как минимум, это как минимум. В среднем, сколько там квартиру снимала, к примеру? В каких районах жила В Москве вообще? я снимала комнату за 25 тысяч. Ага, Она была немножко с тараканами, конечно. ага. Я просто подселилась к чьей-то семье. Я снимала комнату, там была бабушка, ну типа мужик, женщина. Я просто жила с ними, они меня кормили, мы с ними играли в карты. Слушай, ничего себе, нормально так Они попало. вообще очень классные, да. Угу. Я Ну, по то ним есть- скучаю иногда. Они... есть Кошка там была тоже. Все равно видишь, там какая-то своя отдушина есть, да? Ну Свои да. плюсы какие-то. То есть это там уже тут как своя была. Сколько там прожила в этой комнате? Месяца 3, наверное. Месяца 3, нормально, нормально. Где-то так, да. Нормальный такой срок. А где еще жила? Это в основном по комнатам жила, или ты квартиру бывало тоже снимала? Но мы жили, получается, на одной квартире, когда я приехала только в Москву. Ага. Потом мы переехали на другую квартиру, потому что эту продавали. Потом мы переехали на другую квартиру, Угу. потому что в той квартире приехала злобная бабка, которая всех гоняла. Угу.
Но что-то было такое самое запоминающееся для тебя в Мы МСК? собаку там завели. С мужем, с бывшим? Да. Он был породы пудель средний. Ага, И его звали Жан-Поль. фига себе. Он был очень-очень самым замечательным в мире мальчиком. Я по нему скучаю иногда. И я очень переживала, что после развода он кому-нибудь эту собаку отдаст. Потому что он объективно был не самым ответственным человеком. Ага. Я думала, он просто не потянет. И как он, получается, сейчас у бывшего мужа, да, живет? Ну, я Собачка. надеюсь, да. Я надеюсь. То есть вы, он её получается, никогда с не бывшим мужем не сохраняете связь никакую? Нет. Ну как в целом Екатеринбург-то вообще? Вот, думаешь, что, в принципе, уже на постоянку думаете оставаться? отдал. Но я считаю Екатеринбург столицей мира. Ага. Ну вот сколько я не ездила, где я не была, это как будто самый лучший город России и один из самых лучших городов вот, мира в целом. мне Мира, кажется. ага. Да, вот, как будто прям идеальное сочетание всего. Ага. То есть и компактный, и миллионник, и движуха есть, да, и Да. все как бы... Цены, главное, адекватные, и люди добрые. Ну и дом твой рядом, как бы. Да. Малая родина. Как у тебя отношения с зависимостями? С Я вредными пытаюсь привычками? бросить курить. У Сигарет? меня зависимости как таковых нету. Ни от чего никогда не было. Ага. Но я пытаюсь бросить курить. Потому что у меня тяжелая работа сейчас. Но сигареты, никотин. Да. Ага. Даже вот я подники не курю, вот именно сигареты. Ну и как вообще получается бросить тебя? Ну, я курю по одной сигарете в день. А с алкоголем у тебя как Ну, отношения? зовут подружки выпить, я иду. Если никто не зовет особо, то я и Ага. не это. Иногда по настроению можешь выпить, да? Ну да, но того, что прям хочется нажраться там или еще чего-то такого нет. Ага. Какие-нибудь, может быть, запрещенные вещества или таблетки в жизни присутствовали? Ну, я на антидепрессантах долго сидела. И с какого периода это началось? Лет, получается, с 21, может быть, или где-то даже 18. Но у меня сейчас очень много нервных тиков. А когда закончилась с антидепрессантами? Когда я в Москве была. Закончила, да? Там обычно начинают. Ну, Или плюс-минус около Москвы начала, да, короче? ну да. Ну, года 3, короче, где-то я 4 сидела на них. А ты к психологу, к психиатру ходила, да? Ко всем. А с каким запросом? Плюс-минус, так, поверхностно. Тревожность, ОКР и нервные тики. Бессонница там, вот эти всякие депрессивные эпизоды. Ну и, то есть тебе выписывали антидепрессанты. А насколько ты часто к ним ходила, постоянно или как? Ну, я их принимала, потом пыталась бросить, мне становилось хуже, я переходила на другие. Ну, к психологам, психиатрам часто ходила, да? Да нет, кстати. Не часто? особо. То есть они тебя просто выписывали, ты просто лечилась, типа, да? Ну да. А с них тяжело слезть с антидепрессантов? Слезть очень тяжело. Угу. Ну ты слезла с них нормально все. Ну как? Но сейчас нормально все, да. Было тяжело, сейчас все хорошо. А как с питанием у тебя сейчас? Как питаешься вообще? Нормально? Я хорошо питаюсь, я набрала. Я очень долго не могла набрать, я набрала пару килограмм. Я этим горжусь. А ты домашнюю еду ешь или заказываете, может, Ну, доставки? поскольку я нищая, Ага. приходится готовить самой. А так обычно на доставку всегда питалась. Ну, хотелось бы в идеале на доставках, да, чтобы не заморачиваться. Ну, конечно. Чтобы ты, допустим, пожелала себе через там лет 10, к примеру. Разбогатеть, чтобы никогда больше не готовить, никогда больше не жить в халупах. Мгм. Ну, короче, вот быть богатой, успешной. И жить при этом где? Если можно, за границей, но не в Америке и не в Москве. Москва не Россия. Это Ага. А где бы за границей хотела это? Что это? Может быть, вот именно для жизни, что бы ты хотела рассмотреть? Восточная Европа, как ни странно. Это Либо что там в Восточной Европе? Я просто не шарю. Босния, может быть, или... Босния и Герцеговина? Да, или Сербия. Или, возможно, что-нибудь более южное, но при этом СНГшное. А почему именно вот в те страны смотришь? Там круто.
Ну, Сербия еще понятно, там плюс-минус, а Босния вообще, я хз. Там очень спокойно. Там одна большая деревня, но при том она не такая, как в России. Она такая, как из Пинтереста, типа. Как похожа на вот эту заставку Windows. А ты бы хотел это зелёными из-за лугами. картинки или из-за каких-то еще есть, может быть, предпосылки к этому? Но там тихо, мирно, не спеша, черемша. И, в общем, Ага. но вряд ли там дела с работы хорошо обстоят, поэтому... Ага. Ну, там все стабильно. Кто вообще будет трогать Боснию, Ну, вообще, да. кроме хорватов? Ну, ты шаришь, да, немножко в истории, географии? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. А что ты пожелаешь зрителям? Счастья, жизни. радости, здоровья, море, удачи, дачи у моря. Чтоб вкус стоял, деньги были. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик. Пока.